Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, октябрь, коридор затмений, солнечное затмение 14 октября и лунное затмение 28. Солнечное затмение у нас происходит в знаке зодиака Весы. И весы, мы знаем, это дипломатия. В первую очередь умение договариваться, аргументированно где-то договариваться. Весы – это интеллект. Весы – это личная наша жизнь, семейная жизнь, стабильность. Весы любят все то, что упорядочено, когда нет какого-то хаоса, нет неразберихи. Весы любят стабильность. И лунный узел – это телец. Телец – это у нас благополучие и финансы. Хотя и у одного, и у второго правящая планета Венера. Так вот, мы такой интересный период будем проживать, когда у нас, по сути дела, на первый план выходят отношения и финансы. Вот где-то на этой оси у нас могут быть события нашей жизни. И, кстати, скорее всего, вот все то, что мы где-то теперь получаем в октябре, начало было, может быть, в начале года еще или в апреле. Какие-то вопросы уже могли сложиться тогда. И с течением времени, с апреля по октябрь, может быть, обросло это вот какая-то новость новыми событиями или какой-то новой информацией. И как раз на подходе вот этого коридора затмений мы можем ощущать как будто желание в чем-то расставить точки. Но это, повторяюсь, это где-то больше импульс. Какая-то ситуация может быть словно обнажена. То, что мы не видели до сих пор, теперь нам будет отчетливо понятно. Если мы говорим про отношения, мы можем вдруг внезапно признать, что наши чувства прошли, и со стороны партнера, может быть, было какое-то деструктивное поведение, и нам тоже захочется где-то построить отдельную историю собственной жизни, просто отойти от какой-то тяжести, эмоционального груза. И по финансам где-то тоже принять решение, что все, так дальше продолжаться не может. Но все же мы говорим солнечное затмение в весах. И весы – дипломатия. И в дипломатии в данном случае, а еще тем более у нас Марс путешествует по знаку весы и придает нам сил для того, чтобы быть правильно понятым. То есть вот эта дипломатия, она должна быть применена, по крайней мере, так это планетарно советует нам. Не в плане, чтобы мы бездумно с чем-то согласились, нет, а чтобы мы сумели в форме дипломатии, в форме диалога отстаивать свои убеждения. Главный вопрос, и что делать дальше? Главное, мы можем вот перед таким фактом стать. Работать над улучшением либо отношений по работе, как-то строить взаимопонимание или признать, что вот этот самый кризис, финальная точка, и здесь будет решать каждый сам. Давайте узнаем у карт. Не всегда, кстати, планетарные гороскопы или предсказания совпадают с прогнозами по картам Таро. Я уже приготовила колоду, и мы построим с вами таким образом. Посмотрим энергии. Сначала на солнечное затмение, что вам будет как будто соответствовать, по мнению карт, конечно. И что на лунное затмение. Достанем еще одну карту, как будто между солнечным и лунным затмением. Что будет в центре внимания? Неожиданности этого периода. Достанем карту, спросим, что же в отношениях? Каковы энергии, к чему мы будем больше, может быть, склоняться или, как совет от карт, что у нас будет по финансам? И что будет помогать? И подведем итог, совет от карт. Или что дальше, может быть, как карты видят. Солнечное затмение. Знаете, может быть какой-то спор, безусловно. Семерка жезлов, когда много информации, когда много людей нас окружает. Или эта информация разрозненная, или люди нам как будто непонятные. Каждый хочет чего-то своего. И я бы сказала, вы можете встать как будто перед фактом, я не понимаю, что происходит. И есть по этой карте своего рода внутренний страх, потому что я не могу что-то спрогнозировать или запланировать, или как-то отстроить, или настолько быстро вихрем меняются события, что сегодня
какая-то одна ситуация, завтра другая. Я не чувствую словно почвы под ногами. И знаете, что бы тут ни было, по семерке жезлов сразу нам по этой карте идет совет. Держись сторонним наблюдателем, во всем не участвуй. Да, безусловно, карта соревнований, как мы ее называем, говорит нам о том, что и если необходимо, у нас хватит сил, аргументов парировать. Но тогда это делать нужно вот как по весам, я сказала, с дипломатией. Тут не просто отстаивать через эмоции свою точку зрения, а как будто весы ведь это у нас интеллект, аргументы. Когда факты, вещь упрямая, говорят, да, и когда мы где-то фактами можем припереть буквально кого-то к стене. Ну, я так условно говорю. То есть все, что мы подаем, может быть, или транслируем, оно все же должно иметь под собой ну, какую-то конкретику. Потому что вообще вокруг может быть какая-то турбулентность сама по себе. Так вот, если нет таких глобальных задач, когда нам во благо самим себе и что-то это как вопрос, который чрезвычайно важен для вашей жизни, для ваших целей. Вот если такого глобального ничего не стоит, то лучше отойти как будто за кулисы и понаблюдать, как разовьются события. Здесь, ну так, принимать участие, быть еще одним из этих вот как нам показано, да, всего 7 жезлов, хотя на этой карте у нас один герой, как будто даже на возвышении. И, кстати, в этой колоде карт вы выше всех, есть даже такое значение. Может быть и правда есть тот спор, который продолжать не имеет смысла. И будет прав тот, кто промолчал. Быть выше всех, быть выше каких-то невзгод или каких-то передряг, или сплетен, или пустых разговоров. Вот тут ведь тоже у каждого тут по-своему. Но если все-таки нам приходится свою позицию как-то отстаивать, то тогда это нужно аргументировать, чтобы не было все в куче словно. Давайте мы откроем. А что же по лунному затмению? Есть, конечно, риск, когда мы, знаете, от того, что видим какую-то ситуацию конкретная не решается. Может быть, мы и пытались несколько раз, может такое у кого-то проиграться. Я пытался несколько раз вот найти то самое взаимопонимание или какой-то вопрос разрулить, или решить какую-то проблему. И теперь я вижу, что нет, действительно какой-то финальный конец, и просто эту ситуацию надо оставить так, как есть. И вы, кто-то из вас может как побудительный мотив менять работу, начать искать работу. Или для кого-то из вас это будет конечная точка к вашему решению, что я переезжаю. Все-таки у нас 8 кубков, да, человек как будто повернулся уже спиной к прошлому. Нам даже его не показывают. И именно со спины он уже идет. Это уже принятое окончательное решение, как будто. По этой карте, кстати, есть и такое значение, когда мы ищем выход из сложного положения, и мы его находим. Но предполагает чаще эта карта все-таки наш либо уход, либо у кого-то, между прочим, мои дорогие стрельцы, будьте внимательны, правда. Тут ведь мы можем кому-то вот так безапелляционно, ну, на волне эмоций заявить то, что мы думаем. И мы-то потом передумаем. Почему? Потому что у нас Юпитер, ваша, кстати, планета, управитель, и Уран до конца года будут знаки Тельца. Даже если мы кому-то вердикт вынесем, мы не будем избавлены от сомнений. Мы будем все равно потом. А если, что бы было, если бы я сказал «да»? Или наоборот. Что бы было, если бы я сказала «нет»? Понимаете? То есть сомнения с нами останутся. Но если мы кому-то что-то скажем, человеку, эта фраза какая-то, может быть, нами неосторожно брошенная, западет в душу, и он уйдет. Вот такое тоже может быть. А мы потом начнем думать, как такое получилось. Давайте мы посмотрим. Вот и все то, что я говорила, старший аркан, умеренность между как будто, да. Видимо, умеренность во всем. Умеренность в мыслях, умеренность в словах, умеренность в суждениях, умеренность в дипломатии, когда и себе нельзя на горло собственной песни наступить или свои принципы как будто подвинуть. Нет, тут такого быть тоже не должно. Но и какого-то форсажа, когда мы переходим буквально какую-то тоже грань, понимаете, допустимого. Именно эмоционально. Мы должны себя контролировать. Гармония какая-то должна быть. И она нам тогда даст возможность увидеть какие-то новые перспективы даже. Или выход из сложной ситуации. Не уход тогда будет, а именно выход, понимаете? Поэтому вы словно можете быть на грани. Либо
я окончательно что-то действительно рву или выношу кому-то свой вердикт, или от чего-то отказываюсь, или я еще готов или готова попробовать поработать над этим, или подождать какой-то период, чем дело закончится, или как минимум сколько-то дней, может быть, недель, как дальше разовьются события. Мы тут как будто можем и чего-то не видеть-то ведь тоже. Вообще больше всего по аркану умеренности именно в этой колоде идет что-то из области рационального. То есть мы можем поступить или найти как раз выход там, где прежде даже мы об этом не думали. Или мы были уверены, что мы так не поступим. Или прежде мы считали, что как догма какая-то, как какой-то шаблон, когда мы были уверены, что так поступать недопустимо. А здесь мы можем пересмотреть. Поэтому себе каких-то табу, я бы сказала, точно не стоит ставить. Давайте мы посмотрим неожиданность. Туз жезлов, мои дорогие стрельцы, ну это карта вообще-то шанса, это когда нам что-то предлагают, и это может быть какая-то информация, может быть событие, новость какая-то, когда нам надо быстро отреагировать. По этой карте мы должны именно провзаимодействовать с тем, что это будет. Либо событие, либо информация. Информация значит откликнуться. Если событие, ну значит тоже как будто что-то предпринять, как-то действовать. Может быть, как минимум телефонный звонок какой-то. Или какое-то продолжение, как будто истории может быть. И тут от наших действий, от нашей активности, вот именно в тот момент будет зависеть какое-то наше благополучие или какие-то наши последующие возможности. Для кого-то из вас, знаете, мы можем, правда, получить такую новость, от которой мы словно сначала вспыхнем и думаем, да как это может быть, или а зачем мне это все надо, а потом сядем, если подумаем, взвесим где-то за и против, и мы придем к выводу, нет, я подожду. Понимаете, вот буквально где-то так может проиграться. Давайте мы узнаем, может нам подскажут, в какой сфере жизни, а здесь у вас что-то меняется. Старший аркан колесо фортуны. Правда, по колесу фортуны мы не можем чего-то отложить на потом. Дважды. Значит, у вас, мои дорогие стрельцы, мало того, что какая-то новость может прийти, может быть, это и одна какая-то сфера, а может быть и разные совершенно. Может быть, проиграются в двух каких-то сферах, как раз как и финансы, так и отношения. И отношения у кого-то и личная жизнь, а может быть и по работе какие-то отношения. И по колесу фортуны, правда, это ведь фортуна, нам как будто может повернуться лицом, как будто в отношениях. Мы можем уладить, как какой-то конфликт, правда? Или закопать топор войны навсегда, найти вот этот самый выход. А можем, видимо, где-то разгореться, разойтись на полную, и все будет зависеть от того, как мы воспримем какую-то информацию или какое-то событие. Вот буквально так. Что у нас по финансам? А на финансы у нас финансы. Как раз по восьмерке Пентакли – это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Деньги как будто есть, деньги будут, и по работе у вас какая-то стабильность. Но с учетом предыдущих карт тут ведь тоже какой-то прогресс. Да и по карте, по самой. Как будто вы уже профессионалы, а есть вот возможность свою экспертность, профессионализм еще больше увеличить. Ну и достаток тоже. Как раз тут по финансам проигрывается что-то для вас плюс. Может быть, все ведь решают люди. Мои дорогие стрельцы, может быть и финансовый какой-то вопрос будет зависеть от правильного взаимодействия с людьми, даже если вы кому-то, предположим, будете намереваться сказать «нет». К примеру, ситуации же разные. Все ведь под одну гребенку как будто не причешешь. Может быть, вы, я только для примера говорю, а вы проиграете, какая у вас ситуация жизненная. К примеру, вы кому-то все время помогали. И, может быть, кстати, это были близкие, даже ваши. А теперь у вас у самих такая ситуация, что, ну, при всем душевном желании не могу. И вы вынуждены сказать кому-то, ты извини, ну вот нет, теперь придется тебе думать самому за себя или самой за себя. И кем-то это может быть воспринято как, знаете, такая, ну, отчасти неадекватная реакция. Так вот человек может болезненно воспринимать. А тем не менее для вас-то вы сэкономите финансы, и все-таки вы скажете это. Если вот есть такая ситуация определенная, это стоит сделать по всем вот этим картам. Потому что мы тут свое какое-то благополучие, благосостояние должны
Сохранять мы себя в тираж точно не должны пустить. Видимо, для вас вообще сохранение где-то финансов, заработок, прибыль и в плане увеличения, как будто думать нужно над тем, чтобы у нас было больше какого-то благополучия. Не тиражировать его, не рассеивать в нескольких направлениях. Нет, а больше где-то на консолидацию. У нас карта такая выпадает. Поэтому и в таких вот, к примеру, ситуациях, значит, нам нужно будет проявить где-то терпение, дипломатию, сказать это тактично, но не наступив вот тут как раз на горло собственной песни или собственным планом. Что же нам будет помогать? Давайте узнаем. По этой карте, кстати, по принципу Пентаклей нам иногда приходит на помощь какой-то человек оформить документы. Может быть, вы его знаете, может быть, нет. Тут может он появиться, ну, смотря какая ситуация. У кого-то по работе, у кого-то, например, вам нужно, правда, какое-то соглашение, договор оформить или контракт, и вам как будто помогают кто-то по-разному. И плюс по этой карте нас могут выручить деньгами нас самих. Но чаще эта карта новый проект обозначает или какую-то перспективу в плане наших трудовых отношений или в плане нашего бизнеса. И пусть даже мы с каким-то новым начинанием, к примеру, с новой должностью как будто, или с какими-то новыми условиями, графиком работы, но есть элемент обновления все равно. Может быть, руководитель поменялся. Тут же тысяча, у каждого своя какая-то новизна будет, и нам как будто это следует продолжать, нас ждет успех. И не просто успех, когда мы останемся довольны, а когда мы себя избавим от каких-то сомнений для длительный период жизни. Почему я сказала марафонский забег? Часто эта карта как прооснова тех великих дел, свершений, которые на десятилетия. Вот что-то подобное у вас сейчас может быть активно на повестке дня. Давайте узнаем, что же думают карты. Вот по справедливости надо поступать, правда? И это та справедливость, мои дорогие стрельцы. Посмотрите, весы. Быть честным самим собой. Первое значение этой карты. И правда, если вы считаете по справедливости, у кого-то ведь может быть так, что вопросы в суде или вопросы с какими-то разбирательствами тоже может быть. И тогда вот тот меч в одной руке, если мы говорим весы, то есть надо быть честным самим собой, надо быть как раз дипломатом. Тут для вас эта дипломатия, она будет вам очень помогать. И не только, наверное, вот в период затмений. У кого-то ведь это раньше проиграется, у кого-то ощутимо могло быть уже с конца сентября, потому что у нас уже Марс в весах, он с конца августа. И поэтому вы могли эти энергии где-то прочувствовать. А у кого-то это затянется на ноябрь, может быть и так. И тогда второй момент, справедливость держит меч, мы можем и от чего-то отказаться. То есть то, что есть по факту, наверное, и то, что есть по закону, то, что согласуется с какими-то правилами, с нормами, может быть, тем, что принято, да, вот в той местности, где вы живете, как будто все вот это нужно учитывать. Мы не должны какого-то дисбаланса, понимаете, создать ни в отношениях, ни в деньгах, ни самому себе тоже в том числе. И поступать в то же время по закону. Вот для вас вот такое равновесие, как по карте старшего аркана умеренности, у вас два аркана старших. Вам надо будет обязательно поступать. Но, видимо, будут какие-то ситуации с учетом колеса фортуны, когда даже если нам придется где-то, проявив свою дипломатию, отстаивать свою точку зрения, для вас это может означать какой-то новый виток вашего качества жизни. Ну, безусловно, решаете только вы сами. Но я бы сказала, скучать будет некогда. Но вот то, что эмоции нам придется где-то держать на коротком поводке, мы себе вполне могу предположить, потом скажем спасибо. Перекладывайте на себя, мои дорогие и любимые стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.